Привет, друзья! Я очень люблю итальянскую кухню, поэтому сегодня приготовим лазанью. Если вам понравится рецепт, как всегда, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а мы поехали готовить! Сегодня у нас традиционная лазанья родом из Болоньи, из северного региона Италии. И сразу важно сказать, что лазанья севера и лазанья юга – это два совершенно разных блюда. Начинаем с овощей. Это фундамент нашей лазаньи. Берем сельдерей, убираем листья и нарезаем стебли очень мелкими кубиками. Чем мельче нарезка, тем гармоничнее овощи растворятся в соусе. Морковь нарезаем также. Она даст сладость нашему блюду. Лук тоже мелкими кубиками нарезаем. Важно, лук не натираем, потому что тертый лук дает лишнюю влагу и горечь, а нам нужна мягкость и сладость. Эта комбинация овощей называется софрито. Теперь добавляем на сковороду кусочек сливочного масла и оливковое. Что это за итальянское блюдо, если мы не добавим оливковое масло? Когда масло нагреется, добавляем овощ и готовим софрито на медленном огне. Овощи не должны потемнеть. Наша задача, чтобы они стали мягкими, сладкими и ароматными. Теперь переходим к мясу. В классической болонской лазанье используется 70% говяжьего фарша и 30% свиной фарш. Говядина дает насыщенный и плотный мясной вкус, а свинина добавляет сочность и мягкость. У меня фарш 50 на 50. И когда у нас овощи будут готовы, мы добавляем его к ним. Фарш нужно постоянно разбивать лопаткой, не давая ему собираться в комки. Он должен стать рассыпчатым. Если из мяса выделяется жидкость, не торопимся, даем ей полностью выпариться, потому что фарш должен жариться, а не вариться. Когда он слегка подрумянится, мы приступаем к следующему этапу. Теперь очень важный момент. В традиционной болонской лазанье не используются свежие помидоры и не добавляется томатный соус. Почему? Потому что это блюдо не про яркий томатный вкус. Здесь томат не главный герой. Поэтому мы добавляем всего одну ложку чайную томатной пасты и обязательно ее обжариваем буквально 1-2 минуты, чтобы ушел сырой металлический привкус. И вот момент, который многие удивляет. Мы добавляем молоко. Да, именно молоко. И это абсолютно классический прием. Молоко смягчает кислоты томатной пасты, добавляет нежность нашего мяса, помогает жирам соединиться в красивую шелковистую эмульсию. Выпариваем молоко почти полностью. Жидкости не должно остаться, но вкус и текстура остаются. После этого добавляем вино. Хорошо перемешиваем и даем алкоголю полностью выпариться. В классической болонской лазанье нет ни чеснока, ни базилика, орегано или розмарина. Добавляем из специй только черный молотый перец и соль по вкусу. Убавляем огонь до минимума и оставляем рагу тушиться 40-50 минут. Чем больше времени, тем глубже вкус. Это блюдо не любит спешки, как и сами итальянцы. Пока рагу томится, готовим соль бешамель. Растапливаем сливочное масло, добавляем муку и слегка ее обжариваем, пока не появится легкий ореховый аромат. Постепенно вливаем молоко и постоянно перемешиваем, чтобы соус получился гладким и шелковистым, без единого комочка. Добавляем соль и мускатный орех. Без него бешамель не бешамель. Соус готов, когда он загустеет. Теперь переходим к пасте. Нам нужны специальные листья для лазаньи. Они продаются в любом магазине. Нам нужно их отварить до состояния эль денте, это до неполной готовности. После этого нам нужно их промыть под холодной водой, чтобы остановить процесс приготовления, потому что после этого мы их будем отправлять вместе с лазаньей в духовку, чтобы они запекались. И они должны остаться хорошими, они не превратились в кашу. У нас все готово, теперь осталось собрать нашу лазанью. Начинаем с мясного рагу. Затем выкладываем листья пасты плотно один к другому. Сверху кладем соус бешамель, потом снова рагу. И тут нужен сыр. Для лазаньи берут не моцареллу, как многие думают, а пармезан. Он усиливает вкус.
Посыпаем и повторяем то же самое. Делаем 4 слоя. Верхний слой заканчиваем с рагу и пармезаном. Но я еще добавлю чуть-чуть моцареллы, чтобы появилась красивая золотистая корочка. Но в оригинальном рецепте этого нету. Наша лазанья уже готова. Теперь нам нужно ее отправить на предварительно разогретую духовку до 180 градусов на минут 15-20. А после этого вместе с вами посмотрим на результат. Ребята, если вам понравился сегодняшний рецепт, обязательно поставьте лайки, подпишитесь на наш канал и до новых вкусных встреч, ребят. Пока!